Avec les résultats du concours. Plus en détail, parler. Un peu plus de détails. Donner plus de détails. Oui, commencez, allez-y. Okay. What I said at the end of the field trial, I think needs to be said again. Что я обычно говорю в конце фильд-трайлов, то я сейчас повторю. It was a very good day. I'd like to thank Andre and you folk for inviting Yvette and myself along. Был замечательный день. Я хотела поблагодарить Андрея и всех вас за то, что пригласили нас. I was very pleased to accept the invitation and look forward to coming to Russia. Я с большим удовольствием принял приглашение и очень ждал поездки в Россию. And I've been very well looked after. I appreciate that. И мне очень понравилось, как меня встретили, как компания очень понравилась. I have been a bit of a nuisance to them because my luggage didn't come with me. So they had to buy me boots and tablets and all sorts of things. You went to a lot of trouble to buy me underpants. К сожалению, я доставила много неприятностей, так как мой чемодан немножко утерялся, и люди приходилось для меня покупать таблетки, ботинки. Андрей, например, был много проблем с покупкой трусов. And he bought me thigh boots because he said the water would be up to here. Мне купили очень высокие сапоги, потому что обещали, что вода будет по грудь. But apart from that, it's been very nice. Thank you. Но кроме этого все было просто замечательно. What we, Yvette and I did, we wanted to try and obviously get the very best dogs, what we think are the best working dogs. Нашей задачей всегда было выбрать самых лучших рабочих собак, всех представленных. And that goes without saying, the best working dogs are Spaniels. Ну и никому не секрет, что лучшие рабочие собаки это, конечно, спаниели. So we were looking for a dog that would hunt, would find game, and would retrieve. Поэтому мы выбирали собаку, которая будет хорошо охотиться, хорошо поднимать дичь и приносить. In the most natural way possible. Причем будет все делать в самом таком природном стиле, который есть у этой собаки. The whole principle of field trials is to improve the breed of Spaniel. Основной принцип и смысл фильд-трайлов это, конечно, повысить качество породы. It is an art form. We are trying to bring an animal from basics up to the top, to where we think is right. И это можно назвать искусством, потому что мы стараемся качество, присущее животному, поднять на самый высокий уровень, который нам нужен. The dog must be happy and be seen to be happy doing what it's doing. Собака должна радоваться тому, что она делает, и это должно быть видно, то есть по собаке, что ей нравится то, что она делает. And it has to be doing it for us. Но при этом она это должна делать для человека. So we have to establish a bond. There has to be rapport. И таким образом мы должны установить баланс. Должна быть отдача от собаки. This bond means that the dog should go through everything it's supposed to do as though it were on an invisible string. We have control. И при этом должна быть очень четкая связь между собакой и охотником. Словно она выполняет все, что она выполняет на невидимом неуплатке, как будто все-таки вы ей управляете. Here in Russia, you are at your second field trial. Сегодня у вас состоялся второй фильд-трайл в России. You have the privilege to be at the foundation of what may well become a really fantastic sport in Russia. Вы должны гордиться тем, что вы являетесь первооткрывателями этого всего.
все это может перерасти в действительно замечательный вид спорта в России. So, as judges, a vet and I must look at what your dogs are doing, and we have to be firm in what we say and do. И мы, Not strict, firm. и так как мы сегодня были судьями, мы должны были смотреть на то, что делают ваши собаки, и очень четко определять. But we know what we like, we know what a spaniel should do and how it should do. Но мы знаем, что нам нравится, мы знаем точно, что собака, что спаниель должен делать и как он это должен делать. The vet said earlier to I don't know his name out on the dining room, she said to a man that we didn't see any bad dogs today. Сегодня в столовой, когда мы общались с одним из охотников, к сожалению, он уехал уже, Ивет сказала, что мы не видели сегодня плохих собак. And she was right in that. И в этом она была права. We saw dogs, some dogs, that were a little bit mischievous, a little bit naughty. Некоторые собаки были немного непослушными. And we saw handlers who allowed the dog to be the master. И мы видели сегодня ведущих, которые позволяли собакам чувствовать свое главенство. You cannot win trials, you cannot go into a shooting field and let the dog do what it wants to do. И это, в принципе, недопустимо. Нельзя участвовать в соревнованиях, как в принципе нельзя охотиться с собаками, если собака считает, что она может делать все, что хочет. You cannot wave the dog off and just follow it. Нельзя спуститься с собакой с поводка и просто идти за ним. You have to control what that dog does quietly so that you do not disturb game. Вы должны четко контролировать действия вашей собаки, при этом делать это как можно бесшумнее, чтобы не беспокоить. The ground today was a spaniel handler's dream. А что касается угодий, то сегодня мы видели просто угодья мечты для охотников с спаниелями. And the shooting was extremely good. Также работа стрелков была прекрасной. Whenever it's very, very important in a field trial that when a dog has done all the work and flushed game, это очень важно, чтобы во время фильд-трайлов собака правильно выполнила всю работу и в результате приняла птицу. that the guns can actually shoot the game and put it on the ground. И при этом, чтобы стрелка была возможность попасть по птице. It is also important that we keep a certain formal situation in the line. Также очень важно, чтобы соблюдались некие формальности во время мероприятия. The line should be straight at all times. Even when it's turning, it swings. Например, линия, на которой находятся два стрелка и ведущий, должна быть всегда очень четкой. Даже во время поворотов, если ведущий поворачивает, то стрелки, соответственно, тоже должны оставаться с ним на линии. This is not just for safety. И это не только для безопасности делается. It is to give the dog the best advantage of working on the ground. Это также дает собаке все преимущества при работе. And that is the task of the judges, to find the best dog, but to do it by giving every dog the same opportunity. И вот это как раз является главной задачей судей, найти самую лучшую собаку, но при этом сделать это в условиях, которые являются равными для всех участников. Any thoughts that you have about what a dog did last week, or that your enemy is handling a dog, or you don't like that dog, has to be put to one side.
То есть все мысли, все воспоминания о том, что эта собака могла делать, например, неделю назад, или о том, что делают ваши соперники, или же, допустим, не нравится, как ведет себя ведущий с вашей собакой, все это должно уходить на задний план во время состязания. The judges and the guns have to be fair. They have to make everything as equal as they can. The guns have to shoot exactly the same for every dog. We have to look at every dog expecting exactly the right thing and eliminating a dog if it doesn't do that. Как судьи, так и стрелки должны быть абсолютно непредвзятыми. Стрелки должны стрелять совершенно одинаково по всем птицам, в то время как судьи должны посмотреть на всех собак, убедиться, что все они выступали в равных условиях, должны ожидать от собаки то, что она должна в идеале сделать, и снимать собак, которые не выдают необходимый результат. Before we talk about the actual dog work, I have to talk about how a spaniel should do things. И перед тем, как мы говорим конкретно о наших собаках, мне бы хотелось рассказать, как в принципе спаниель должен выполнять свою работу. This will help you to understand when I say what has happened with certain dogs. Это вам поможет понять впоследствии мои пояснения о каждой конкретной собаке. When a handler comes into the line, and I'm talking about you being at the foundation of this and setting standards and traditions for the future. Я сейчас, то, что я буду говорить с учетом того, что вы являетесь все-таки первооснователем этой культуры в России. Вы должны, вам создавать необходимые стандарты. The dog should be taken off the lead. Собаку нужно, ведущий должен спускать собаку с поводка. And you should stand there quietly with the dog until the judge gives you an instruction. И вы должны молча стоять, ведущий должен молча стоять с собакой и ждать указаний судей. Не принимать никаких действий до этих указаний. It may be that the judge will tell you to work the dog, or he may say, put the lead on and come this way. То есть, возможно, судья вам скажет начать работу, или же он может попросить вас надеть поводок, отойти в сторону, допустим, или переместиться куда-либо. You don't know that, so wait for the judge at all times to give you the instruction. Вы не знаете, что он скажет, поэтому в любом случае ждите указаний. So when the dog is cast off, today we went into the wind, and that is the easiest and the right way at this stage to do things. Сегодня, сегодня мы шли исключительно против ветра, и это является самым правильным и простым способом. Но это верно, что на начальном уровне мы именно делаем так. When I cast the dog off, I do it very quietly, just like that. Когда я отправляю собаку работать, я делаю обычно это очень тихо, просто щелчком. I immediately give 2 pips on the whistle to turn the dog across the front of me, and 2 pips there, very tight. И я сразу даю указание собаке свистком, двойным свистком, повернулся сразу влево, потом вправо. Не отпуская ее далеко. This is because Kane could be sitting immediately in front of me on the ground that has not been hunted by the previous dog. Это делается потому, что дичь может сидеть практически передо мной, потому что собака ничего не пропустила. It also reminds the dog that I am there. Это также напоминает собаке, что я здесь, я присутствую. In Britain, we have so much game that we have to keep the dogs very tight. В Англии у нас наши угодья очень населены дичью, поэтому у нас собаки бегают коротким щелчком. In Russia, in Sweden, other countries, you can allow the dog to take more ground. В России, в Швеции, в других странах позволительно для собаки расширять свой ход. But it is important that the dog finds every head of game on the ground. Но при этом собака должна поднимать каждую птицу на земле в пределах территории ее хода. There is no point in going into a huge
area that we were in today, and the dog going there and there, whenever a game is scarce and leaving stuff behind, you want to get the shot, you want the game in the bag. Если угодья не густонаселены дичью, если дичи мало, то совершенно бессмысленно, если собака будет пропускать какие-то места по вашему ходу. In order to achieve that, we must have a good pattern on the ground. We call that ground treatment. И для этого необходимо, чтобы у собаки был очень четкая траектория хода. It is also important that if you were out shooting with your dog, that when the dog flushes the game, you are in a position to shoot it. При этом очень важно, чтобы собака поднимала дичь в пределах выстрела. In field trial, it's slightly different in that you have two guns out there, but it should still flush the game where the guns can shoot it. Конечно, ситуация с фильд-трайлами очень отличается от реальной ситуации, потому что здесь стреляет не ведущий, а имеются два стрелка по краям, но при этом все равно важно, чтобы собака поднимала дичь в чистых пределах выстрела. Today, I noticed that the gun was watching the dogs, he was focused on what was happening, and he was walking quite relaxed until the dogs started to shorten and work and go in both guns. Сегодня я заметила, что люди чувствовали себя достаточно расслабленными и всегда не сводили глаз с собаки и готовились к выстрелу только когда она начинала отрабатывать след. And at that time, both guns tightened up, ready to shoot. В этот момент стрелки напрягались, были готовы к выстрелу. Это хорошо. When the dog flushes game, there is a delay in the reaction of a gun, me. Get the gun up, there's the bird, shoot up. That bird has traveled a distance. В любом случае, когда собака поднимает птицу, есть некая задержка между поднятием птицы и выстрелом. Нужно приготовить ружье, прицелиться, посмотреть птицу, прицелиться и выстрелить. It is therefore important that the dog does not flush the game 15 meters out. Именно поэтому очень важно, что собака не поднимала птицу за 50 метров от вас и дальше. You have to decide how far out to the side or in front the dog should be allowed to go. И это ваша задача определить, как далеко вы позволяете своей собаке забегать влево, вправо, вперед. The best way to find game is if you know anything about ships searching for somebody in the water. Для того, чтобы проще объяснить, как лучше у собаки должен происходить поиск, наверное, нужно представить, как корабли в море ищут пострадавших. They search a grid. A grid, a square. They search a square. Here is the ground in front of you. You're standing here. Guns are here and here. Представим, что это территория, на которой вы находитесь, вы посередине, стрелки по бокам. To cover this rectangle of ground, Для того, чтобы охватить вот эту часть территории, with the wind coming this way, the dog must do that. При том, что ветер вам в лицо, собака должна бегать челноком от одного края к другому. This is called quartering. Это называется quartering. The ground in this square is every bit as good, maybe better, than the ground out there. И земля на этом квадрате нисколько не хуже, чем правее или левее, а может быть даже и лучше в плане птицы. So, if the judge is here with you and he says this is your beat, если вам судья говорит, что вам вот это ваша территория, которую нужно there охватить, is no point in you following the dog out there. совершенно бессмысленно следовать за собакой далеко вправо или далеко влево. The ground is the same.
Потому что земля, она одинаковая. There are quail there. Здесь тоже есть перепел. Maybe there, but there are quail there. Возможно, и правее, возможно, левее, но и здесь тоже они есть. If you go wandering out like that, you will come back in there. Если вы уйдете далеко вправо, то вы, соответственно, на свою землю вернетесь намного дальше. This ground has not been hunted, И вся вот эта территория просто окажется упущенной. so that ground is wasted. There could be game there. When game is scarce, you can guarantee that's where the game is. То есть получается, что мы, может быть, пропустили несколько птиц здесь, а тем более в условиях, когда птицы не так много, то, скорее всего, тут она и сидела. So that is why we think that ground treatment and pattern is very, very important. Именно поэтому мы считаем, что этот способ поиска челноков очень важен. It also helps the judges because judges make mistakes. Это также помогает судьям, потому что они могут делать ошибки. Ну, не мы, конечно, но... If somebody goes off and hunts their dog there and comes back in and something gets up, the judge can be uncertain whether the dog should have found that game or not. Если ведущие собаки ушли, например, намного правее, а здесь поднялась птица, судья просто не уверен, должна была собака ее увидеть, поднять, или все-таки это не является территорией, на которой собака работала. So the judge might make a mistake and put you out or mark you down. И поэтому судья просто может делать ошибку и дисквалифицировать собаку, или наоборот, простить ей эту ошибку, хотя ошибка является уже то, что она ушла далеко вправо. Every movement that you make out there, every movement that your dog makes out there is being analyzed. Потому что анализируется любое ваше движение, как и любое движение вашей собаки. You must leave no doubt in a judge's mind as to the quality of your dog. Вы сами не должны оставлять никаких сомнений. You are there to show him the very best, and the judge is there to bring that best out for you. Вы здесь находитесь для того, чтобы показать все самые лучшие качества, а судья для того, чтобы их оценить. I should have said to give you the opportunity to do that. И у нас тоже, нам тоже хочется видеть лучшее, и мы хотим дать вам все возможности. So it's very important that ground is treated with respect. Поэтому очень важно уважать землю, на которой вы охотитесь. Some dogs today had very positive finds. They came in. У некоторых собаки сегодня показали очень хороший ход, очень точно определяли. That was very good, and they were marked up for that. И, соответственно, они получили хорошие оценки за это. Because they signaled to the gun, to the judges, there's something here, and then they sat up and watched it away. Потому что они четко показывали ведущему и стрелкам, что здесь точно что-то есть, понимали и ждали дальнейших указаний. That is the whole art of gun dog training, the pinnacle of your training. В этом-то и заключается краеугольный камень этого искусства работы с подружением собак. We are looking for a dog that will go quickly over the ground, look happy in doing that, show style, and cover the ground, good treatment, and find the game. That's what we're looking for. Нам нужна собака, которая будет эффективно и быстро отрабатывать территорию, при этом будет иметь стиль, правильно находить и поднимать птицу, и давать вам возможность подстрелить. It's what you are looking for if you're going out shooting with your dog. Ну и, соответственно, вы как охотники то же самое должны ожидать от своей собаки. You do not want to be walking behind a dog that's pottering about and cannot find game. Вам не нужна собака, которая просто ставит перед вами и ничего не может найти. So, the dog must stop when it flushes game
because it is a question of safety for the dog. You could be out shooting your 4 friends. Maybe they're a bit trigger happy. Собака в любом случае должна останавливаться после того, как она поняла птицу. Это делается в первую очередь из соображений безопасности для самой собаки, потому что охотник может быть один, вы можете стрелять вчетвером, кто-то может промахнуться. And when dogs can be hidden in cover, guns can make mistakes and shoot at the movement. И к тому же, если случаются такие ситуации, когда собаку не видно в подлеске или в высокой траве, и охотник может ошибиться, выстрелив просто по какому-то движению, и это может быть ваша собака. So it is important that the dog stops and watches the game fly over. Это очень, повторюсь, это очень важно, чтобы собака остановилась и смотрела, куда улетает птица. The fact that the dog has stopped and sat up or stood up Именно тот факт, что собака остановилась, там, села или стоя осталась, gives the dog the advantage of seeing which way the bird has flown. именно это дает собаке преимущество увидеть, в какую сторону полетела птица. And where the bird has fallen. И где она, соответственно, упала. So when the judge, you keep the dog there, and the judge should quickly say to you, fetch. Собака остается на месте, в это время судья очень быстро дает вам команду отправить собаку за подачу. This way you have every advantage of achieving the retrieve. Это самое, так сказать, прибыльная для вас ситуация. The dog should lift the dead bird and bring it quickly to hand. Собака должна быстро найти мертвую птицу и привести ее в ведущее положение. If the dog spits it out and it's a wounded bird, it will run away. Если собака не донесет до рук, а выплюнет ее раньше, не исключено, что птица была всего лишь ранена, и она убежит. So it is good to come into hand, Прямо в руку должна попасть. which I saw 90, most dogs did today. Сегодня большинство собак так и сделали. That was good. Это очень хорошо. When you have the bird in your hand, the dog should sit quietly while you give the bird to the judge. Когда птица у вас уже в руках, собака при этом должна молча сидеть и ждать, пока вы отдадите птицу судье. Keep your eye on the dog in case it goes off hunting. Нужно следить при этом за своей собакой, чтобы она вдруг не убежала и охотиться дальше. And wait for the judge to give you further instructions. И ждите дальнейших указаний от судьи. You can see that it's all very easy and very, very simple. Как вы видите, все очень просто и вообще не должно быть сложно. And we would all love to be able to do that, myself included. Было бы очень здорово, если бы действительно было так здорово. Я бы сам хотел, чтобы все было так просто. But that is what wins trials. Но именно такая работа позволяет выиграть фильд-трайл. Smooth, easy, quiet, looking naturally, looking as though the dog's doing it for the handler. Это должна быть тихая, плавная, аккуратная, стильная работа собаки. In my opinion, there is nothing closer to heaven Я считаю, что нет ничего более похожего на рай, than walking up rough ground with a shotgun in my hand and a spaniel in front of me. чем таким вот образом идти по красивой земле с ружьем в руках и с спаниелем. And the spaniel is doing it all for me, Спаниель все для меня делает, as I have trained it to do, потому что я научил его as это he делать, wants to do for me, потому что он этого хочет. and all I have to do is kill the bird. А мне всего лишь остается попасть по птице. Not miss it as somebody did today. А не промахнуться, как некоторые сегодня. So that's what field trials are all about. And at the end of the run, the judge should shake your hand, you should shake the judge's hand. И в этом, собственно, весь смысл фильд-трайлов. И после каждой работы собаки
судья должен пожать вам руку, а вы, соответственно, пожать в ответ руку судьи. This is what happened today, and some people were very sad that their dog had been eliminated. Сегодня я заметил кое-что. Некоторые люди были очень расстроены, когда их собаку снимали. But they were good sportsmen and they took it well. Но они при этом являются хорошими спортсменами и восприняли это. We do not, as judges, we do not like good dogs out. We're not there for that. Нам, как судьям, совсем не нравится снимать собак. If we can bring all the dogs to the end, still in the trial, then it is up to our knowledge, our experience, to talk about these dogs and select the best in the right order. Для нас, конечно, самая идеальная ситуация, чтобы все собаки прошли до конца испытания, то есть никто не был снят, и потом из полного списка мы смогли бы выбрать лучшую. Judges are human. It doesn't always happen that the spectators or the handlers agree with the judge's decision. Люди, конечно, судьи, они тоже люди. Часто встречается, что зрители или участники не согласны с их решением. But if the judges are honest and they should be, then all should be well. Но если судьи не предвзяты, как это в принципе и должно быть, все получается хорошо. This is a sport where we have to set right at the beginning of it honesty and fairness. Это такой вид спорта, во главе которого стоит честность и справедливость. Everybody was very happy when the awards were presented and they applauded each winner. Сегодня все были очень рады слышать имена победителей, все аплодировали. And that was very nice to see. Было очень приятно это видеть. And if I could just say a little bit, it is nice if the award winners, it is a courtesy if the award winners come to the judge at the end of the trial, shake his hand again and say thank you. Мне бы единственное, что хотелось заметить, у нас принято, что хозяева победителей еще раз после оглашения результатов подходят к судьям, благодарят их, жмут им руку. Judges appreciate that and prefer it to somebody shouting at them from the back of the crowd. Судьям это нравится, мы это ценим. So, можем начать. that's about all I have to say. Beth, you want to say something? Это все, что я хотела сказать, может быть, у Бет есть что добавить. Merci, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Спасибо, мне не так много что можно добавить. Rajouter à ce que vous nous avez dit. Merci pour la belle journée que vous nous avez offerte. Я все хотел вас поблагодарить за хороший день, который вы нам предложили. Vous avez de beaux terrains, У вас очень хорошая de угодья, beaux oiseaux, хорошая птица, vous avez eu de bons fusils. у вас хорошие стрелки. Merci. Спасибо. Et j'ai vu d'excellents chiens. Je n'ai pas vu de chiens de non-valeur. Je dirais, j'ai vu d'excellents chiens. Ils ont eu plus ou moins de la chance. Я видел отличных собак, я не могу сказать, что я видел собак, которые ничего не значат, но не были собак, которым не повезло. Je vais prendre les notes des éliminés pour parler évidemment des petits problèmes qu'ont pu avoir certains chiens. Я сделал записки, хочу сказать несколько слов по собакам, которые были сняты, чтобы Parce сказать. qu'on parle toujours des chiens qui gagnent, mais on apprend beaucoup aussi en perdant. Обычно говорят о собаках, которые выиграли, но также много узнаешь, когда говоришь о собаках, которые проиграли. Yes. Can I just say before we go on to that? Просто хочу добавить, прежде чем мы перейдем конкретно к сегодняшнему собакам. I would just like to say that you have started very, very well with the first and the second field trial. This is your foundation. You've got to work very, very hard to keep this thing together, to keep it going, to help each other.
when I started at first, some of the older men who were more experienced than me, я хотела бы только сказать, что вы положили начало этому спорту в России, вы должны гордиться этим, но при этом осознавать, что еще куча работы осталось, нужно стараться, чтобы все это не развалилось, нужно помогать друг другу. И когда я начинал, if they saw that my dog had a fault, that something had happened, and I was put out of a field trial, более опытные мои соратники, когда видели, что собака делала какие-то ошибки, когда моя собака была дисквалифицирована, they advised me and helped me to correct the fault. Они всегда подходили ко мне, давали советы и объясняли, как можно исправить эту ошибку. And this is something that I would ask you to do for any new people coming into the sport. И я вам искренне советую тоже так поступать, помогать людям, особенно новичкам, которые в любом случае будут присоединяться к вот этой вот вашей затее. The people who spoke to me and helped me didn't mind if I beat them the next week. Люди, которые подходили ко мне, которые помогали мне, и было все равно, что я могу на следующей неделе выиграть. Because they knew in another trial they would, it goes round and round. Потому что они знали, что по большому счету это такой большой круговорот, и что все участники между собой тесно связаны. You were building a sport for your dogs and for Russian field sports generally and field trials in particular. Вы все это строите не лично для себя, а, во-первых, для ваших собак, а во-вторых, в принципе, для вот этой вот культуры, которая зарождается в России. You have a responsibility. На вас теперь лежит большая ответственность. На каждом. На каждом из трех. Nous allons avoir un cours de dressage parce que le premier est éliminé pour un rapport spontané. C'est l'enthousiasme de la jeunesse. Значит, первая собака была снизу, за то, что она подала птицу без команды. Андрей, это кто? клички можно собак? Да, сразу. Хэнсви Харри. Бен, элиминей. Oui, moi je parle des éliminés. Она сейчас говорит только как Стоп, ты говоришь клички, ну и каким выступал, потому что, значит, не важно. Хэнсви Харри. Какой What номер? number is Number it? 3. Number 3. Non mais attendez, on n'a pas le même nombre, c'est le nombre. Celui c'est le nombre. Он еще и подвижный. Wait, it's not the same number in my nose. Yeah, number 8. C'est ça. The first dog was eliminated was number 2. Oh bah écoutez, moi je tombe dans l'ordre de mon catalogue, c'est pas de vôtre mais ça fait rien. On va commencer. Мой каталог будет же. Это есть небольшая запись. В каталогах, записи в каталогах. The French people have another way to. Yeah. Bon, vous avez rien dit, bon, mais je continue. Attendez, qu'est-ce qu'il y a dans vos Why don't we just go down? Why don't we just go down them one by one? Non, mais ouais. Il a dit que c'est le deuxième. C'est le Je prends mon catalogue, je prends pas le tien. Le deuxième chien qui était éliminé, c'était. Bon, j'ai Paisy. Paisy Tomahawk. Tomahawk. Alors elle a chassé avec une belle allure et une entreprise. Она хорошо очень охотилась и с большой Elle инициативой. pourrait améliorer son style parce que c'est Она une chienne могла бы улучшить свой qui стиль. chasse beaucoup comme ça. Она очень много охотится вот таким вот образом. Et elle peut manquer beaucoup de Она может пропустить Le таким chien образом est много comme птиц. ça, le chien. Дичь внизу, а собака прыгает на ней. Le chien doit chasser le nez au sol et vérifier Собака ses должна donations находиться au sol. нос в земле и проверять каждый участок. Это про какую собаку? Пейси Томагавк.
Alors on assiste à un beau spectacle, une caille est partie sans être levée par le chien, et le chien l'a accompagné. Перепел взлетел, собака последовала за ним. Et le chien l'a accompagné, comme ça c'était... Таким вот образом. Погнала, что ли, по-русски? Ну да, погнала. Да, она просто не останавливалась. Понял. Марфа. Ой. Qu'est-ce qu'elle a fait? Это конфет. Ну. Марфа. Marfa, parce qu'elle a... C'est qu'elle a fait le menton. Le chien entreprenant actif. Сейчас все будет Non, elle avait une tête désordonnée. Elle a pris un point. Elle a été correcte alors. Она сделала эту работу, она была корректна. Elle a été correcte, elle a fait un bon rapport. Она хорошо подала. Pardon. Et elle est restée sous contrôle. Manéfa, c'est votre chienne. Alors Manéfa, ça a été ma grande peine de la journée. Манефа была моей большой болью дня. Последняя. Parce que ça a été, elle a une très belle allure. Elle a un excellent style. Отличный стиль. Elle chasse, elle est comme ça devant son maître. Она всегда вот так перед своим хозяином. Elle chasse pour lui, Она охотится на него. elle fait tout pour lui. Все делает для него. Elle est absolument magnifique. Абсолютно исключительная собака. Oui. Elle nous a pris un excellent point. Elle avait un long rapport dans les grandes herbes. Elle n'a pas pu faire le marking. Она подача птицы упала в высокую траву, она не могла заметить падение птицы. Et elle n'a pas trouvé l'oiseau. Mais c'est vraiment dommage de cette situation. Elle a toutes ces grandes qualités du spaniel qui préfère l'impossible pour son maître, ce qui est très très agréable et qui permet d'amener le chien très loin en lui demandant de très grandes choses, parce que quand un chien, vous pouvez obtenir beaucoup d'un chien qui est très proche de son maître. Nous avons eu Kleber Emerald, qui est un chien qui a une allure très bondissante, qui est conduit au sifflet. Alors ça, j'ai vu des chiens qui étaient conduits au sifflet, et il est dit dans le règlement que plus on est le sifflet, c'est considéré comme une faute de désobéissance. Когда слишком много дают свистков, то это как бы расценивается как недостаток послушания. Moins on fait de bruit, moins on fait partir le gibier devant, parce qu'il vous entend. Et elle a ce qui donne une allure désordonnée, et ça fait quelque chose de très bruyant. То есть это вот очень много шума, и это не способствует рациональному поиску. Dizzy a une belle allure et une entreprise. Очень хороший ход. Elle a une belle allure et une entreprise. Очень хороший ход и инициатива. Elle est tellement belle, cette entreprise. Bon, une caille part à fois. Une caille est partie toute seule, elle a été tirée et la chienne ne l'a pas rapportée. Была стрелена птица, и собака ее не принесла. Ходите так часто. Это Адриана. Он, по-моему, угнала вообще страшно. Нет. Нет? Он пошел на самую подачу. Ну, он говорит, что да, она пошла. Но не нашла. И она прислала. Не нашла. Alors on a eu Dustin. Dustin. Alors lui, la méthode, il ne connaît pas.
C'est la libre entreprise. Он делает, что хочет. Как бы, у него методика поиска, как бы, ему не знакома. Il fait des quêtes en pointe, il fait des quêtes en pointe, il travaille, il a fini, et puis il a fini par tomber sur une caille et il est parti avec. Наконец-то он столкнулся с перепелом и пошел. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah ben d'accord. Encore un de mes crève-cœurs. Еще одна из моих сожалений. Un excellent chien. Отличная собака. Un excellent, il avait fait un excellent traitement de terrain. Лёшкин, да? Хорошо обыскивала местность. Il a fait, c'est un chien que j'ai beaucoup aimé au point de vue allure. Мне понравился ее ход, все очень понравилось. Il a fait un bon point. Я сделал хорошую работу. Il a été relancé. И снова запустили. Et il n'a pas eu de chance que le juge ait des grands pieds. Мне повезло, что у судей очень большие ноги. Il marche sur une caille. И судья наступил на птицу. C'est moi. Пропустила, да? Да, Et voilà. Voilà pour les malheurs d'aujourd'hui. Это вот все Mais, касается несчастья на сегодня. J'ai eu des bons chiens. Tous étaient des bons chiens. Я хочу сказать, что тут все очень хорошие собаки, Ils ont eu certains des problèmes de dressage. у которых некоторых были проблемы с C'est pas дрессировкой. C'est pas de leur faute, c'est leur maître qui les a. Это не их ошибки, это ошибки ведущих, которых плохо натаскали. Comme j'ai dit, je l'ai expliqué à un concurrent. Как я уже объясняла ведущему. Pensez, c'est un peu ce qu'a dit Victor, pensez que nous ne sommes pas là, que vous êtes seul avec votre chien et un fusil à la main. Как я объясняла ведущему, что думаете, что нас здесь нету, вы как будто вы один охотитесь со своей собакой. Et essayez de le rendre aussi utile que possible avec, pour vous, pour une agréable journée de chasse. Vous ne pouvez pas courir comme un fou avec votre chien qui court devant. Поступать таким образом, чтобы было возможно полезнее собака для вас, и вам не нужно бегать за собакой, и не поступать таким образом, чтобы бегать за собакой, которая пытается поднять птицу или чтобы бежать за ней. C'est peut-être, certains vous diront que c'est un peu lassant, mais on n'a rien trouvé de plus efficace qu'une quête bien ordonnée pour travailler. Пока на сегодняшний день не существует ничего лучше, чем правильный поиск по челноку. Maintenant, sur le continent, c'est vrai que nous n'avons pas de gibier qu'il y a en Angleterre. Et lorsqu'on sait que le territoire est beau, oui, en Angleterre, ils ont beaucoup de gibier. Nous, on n'en a pas. Ну, на континенте, по сравнению с Англией, количество дичи не такое большое. Souvent, à la chasse, et puis quelquefois en field, quand on n'a pas de gibier, il faut faire très attention aux indications du chien. Поэтому, когда на охоте, во время даже состязания, нужно очень быть внимательным к поведению собаки, которое отличает присутствие дичи. То есть нужно быть au comportement de votre chien quand il rencontre une émanation, parce qu'il peut vous amener au point et peut-être voir les... Нужно быть внимательным к тем сигналам, которые дает ваша собака, потому что она может привести к работе. Il faut faire très attention et suivre le comportement du chien, mais en aucun cas grand ciel. Le chien ne doit faire voler le gibier loin parce que c'est peut-être le seul gibier que vous verrez de la journée. Et si c'est ça... Ни в коем случае нельзя разрешать собаке поднимать птицу за пределами выстрела, потому что это может быть единственная птица, которую вы найдете сегодня. C'est l'horreur, sinon on devient fou. Это ужас, когда собака поднимает птицу за пределами выстрела. Bien, je vous remercie de votre gentillesse, de la sportivité de tous les concurrents. Благодарна за вашу, я признателен за ваш
La sportivité des За ваше concurrents qui спортивное rend la поведение, journée за très ваш agréable приятный день, за ваше спортивное поведение. Благодарны всем. pour tout le monde. C'est le... Voilà. Qu'est-ce que vous désirez aborder comme sujet? О чем вы хотели бы поговорить? Может быть, про собак, которые все-таки что-то получили? Или- Да, нам еще огласить, pardon. Peut-être aussi encore une fois dire quelques mots sur les chiens qui étaient classés. quand même. Vous parlez des chiens classés. Say a few words about the winners. About the wind direction, how it does. About the winners. Oh, the winner. Yeah. well. As far as The people best. go. Let's So, Yvette want to give you to tell some words about the dogs. Well, yeah. Number 3 was the winner. Видите, у нас собака с хорошей. The reason this dog went down to the 3rd place, he was taking too much ground to the side. Почему собака была третье место, а не второе и первое? Это потому что она слишком далеко забегала по странам. But he did have a very good find and a good retrieve. Но при этом, хорошо поняла, птицу правильно дала. But he moved when the bird flushed. Опять же, немножечко замечено было движение, когда в сторону птицы, когда она ее подняла. And had to be shouted at to stop. И пришлось на нее прикрикнуть для того, чтобы не побежала за. So that took him down. Это, соответственно, понизило оценку. Because shouting at dogs will disturb game and make it run away. Потому что, в принципе, кричать не рекомендуется на собак, это беспокоит птицу вокруг. So sometimes judges have to be a little bit firm about things like that. Поэтому иногда судьи приходится очень строго относиться к таким вещам. But it earned his place. Но собака заслужила свое почетное третье место. Fourth was number 4. На 4-м месте собака, выступающая под номером 4. It's a big dog. Гладенхок. Your dog, really? It's a big dog. Очень крупная собака. Difficult for a big dog to look good and ground that you were on today. If the ground had been heavier cover, the big dog would have looked a lot better. Если бы сегодня мы на более кустистой местности проводили фильд-трайлов, конечно, крупная собака оказалась бы лучше. The pattern left holes here and there. The pattern wasn't as good as it should have been. Во время отработки угодий были замечены некоторые пропуски, то есть оставалась территория, по которой не отработанная собака. It did get 2 very good finds, which is what we want a spaniel to do. Но при этом отлично обнаружила 2 птиц. One by the handler with the dog behind the handler. Правда, одну с помощью ведущего. This was not an easy retrieve because the handler would have made the dog unsighted and the dog would only have seen the bird in the air. Но при этом это была очень сложная подача, то есть собака нуждалась в этой помощи. But the dog made an extremely good retrieve on the bird. И при этом при таком уровне сложности собака справилась. But the dog was exhausted. Но при этом еще она была очень устала. I have to say, in saying that it was very hot out there today, so it was hard on dogs, and a lot of them showed that by tiring. And as a vet pointed out to me on a couple of occasions, стоит отметить, что сегодня было очень жарко, собакам было тяжело, и это было видно. Некоторые прям заметно уставали. According to the European regulations, we have to work the dog for a certain length of time. Как сегодня мне несколько раз сказала Ивет, по европейским правилам мы должны каждую собаку работать с каждой собакой в течение определенного времени. So we had to do that. Поэтому приходилось до конца даже уставших собак заставлять работать. My opinion is different, but that is what the regulation says, so we have to do that.
Лично я думаю по-другому, считаю, что это неправильно, но мы сегодня проводили фильд-трайл именно по европейским правилам. If the judges have a dog which fulfills everything that they want it to do, it has good finds, it has good retrieves. Если судья уже получил от собаки, увидел все то, что она должна сделать, то есть она подняла собаку, подняла птицу, нашла ее и передала. Even if it is in a short distance of time. Даже если это случилось в достаточно короткий промежуток времени. In Britain we would stop that dog. В Англии вы бы эту собаку остановили. Rather than run it into the ground or create the opportunity for it to make a mistake. В общем, на этом вы завершили выступление собаки, а не загоняли бы ее до усталого состояния, когда она может просто лишних ошибок сделать из-за этого. So we had to keep dogs. Но сегодня мы должны делать комментарий, оставляли собаку продолжать. Number 12 was a good dog. Собака, выступающая по дому 12, тоже очень хорошо себя показала Милане. He had a good pattern, a good style and pace. Отличная скорость, отличный стиль, хорошая отработка. His nose was to the ground and he was hunting. Нос всегда у земли, видно, что собака брала след, охотилась. But out on the retrieve he was making a noise. Но во время подачи собака шумела, издавала. He had one good find, but a very bad retrieve. Хорошо подняла, нашла и подняла птицу, но плохо подала ее. So that's why he ended up where he was. Поэтому не вошла в список. 1, 2, 3, 4, 5. And as guns developed from flint into muzzle loaders and then to breech loaders, people started to shoot flying because they were able to shoot much quicker. Ну, соответственно, потом развивалось оружие. So as time went by, a number of gentlemen met in London at a club which they eventually called the Kennel Club. Со временем группа джентльменов и энтузиастов собрались в лондонском клубе, который впоследствии был назван Kennel Club. This was in 1890. Это было 1890. 890-х годах. And this man said his dog was better than that man, and that man said his was better than that. Соответственно, первый сказал, что его собака лучше, чем второго, второй сказал, что собака его лучше, чем третьего. So they held trials to see which were the best. И они решили провести фильд-трайлы, чтобы определить, чья же все-таки лучше. And then there were these people who wanted to say, my dog looks better than yours. Затем появились люди, которые говорили, что моя собака выглядит лучше, чем твоя. It doesn't have to have any brains or anything at all. They just have to look nice. Совершенно не важно, как она бегает. And our working dogs will never match that. При этом некоторые из выпущенных собак могут вполне хорошо охотиться, работать, но рабочие собаки никогда не станут высшими, потому что есть некие стандарты, и наши собаки никогда... А вот мне раз звонил самое в тему вопрос, а вот как он думает сейчас возможно, что собака получила чемпион по красоте и чемпион по рабочему качеству, совмещение одной собаки. Do you think it is possible now for one dog to be a champion, a show dog and a champion trial dog? We call that a dual champion. And there hasn't been a dual champion for 90 years. Мы называем это двойным чемпионом. Такого у нас не было уже 90 лет. 90 годов. 90 years? About 80 or 90. В Англии разделили в 1903 году
отдельно. Ну потом еще... И чем дальше не было... А с 920-го они сильно. Вот у меня в машине сидят разные, пожалуйста, смотри. Вот они за 100 лет ушли. Вот они друг на друга не похожи. 100 лет. Который правильно. Хороший. С их точки зрения. Дрессировать молодого маленького летчика поставить. Whenever I started shooting, it was not just quite as long as that. My first dog was half of a show dog and half of a working dog. And it was big. It was out of a dog called Boxer of Bramhope, which was a champion show dog. But the dog was too big and clumsy for my shooting. It couldn't get into places, and it was slow and so forth. And what I wanted it for wildfowl, duck shooting in the tide, where I live, was a big inlet. And it was good for retrieving, excellent for retrieving, but for hunting wasn't. So I decided that if I was going to go shooting snipe or woodcock, I needed a dog of flat height. Ну да, внешне, конечно, изменились. Я, когда, например, я начинала этим заниматься, это, конечно, не в 903 году было, но у меня в то время моя первая собака была наполовину выставочная, наполовину один российский, выставочный, второй рабочий. Вот. И эта собака была гораздо крупнее, чем все сегодняшние. Меня это не устраивало. Она не смогла работать, не могла работать по труднопроходимым местам. Она отлично приносила, подавала дичь, но при этом не могла пробраться в какой-то фестивальник, колючки. Our sport is an extreme sport. We are focused like that on what our dogs can do, and they have come from being a working dog into something very, very special. You know, you don't try to run a cart horse in the Derby. You have to have dogs and horses for certain reasons. So people love their show dogs, so why shouldn't they have them? У нас наш спорт можно назвать экстремальным в том плане, что все очень четко знают, чего они хотят от собаки. Это происходит со многими животными, на самом деле. Вы никогда не будете седлать лошадь, которая тащит поводок. Есть такие лошади, есть такие лошади. То же самое с собакой. Почему, если люди хотят красивых собак, почему нет? Пусть заводят себе выставочные собаки. Если мы хотим, чтобы наши собаки хорошо охотились, тогда мы будем работать с собой. We're talking conformation, shape here. If you look at a show dog and you look at some of our working dogs, now there was a nice white dog there today. Sorry, we're talking conformation, shape of a dog, attitude to work. We had a nice white dog there that flowed over the ground like Mercury, remember? Like motive, like water. And it was just, oh, beautiful. You can't get that from a big stiff dog. При этом мы можем также говорить о какой-то красоте и среди рабочих собак. Сегодня, например, одна из собак очень красивая. Ходила, сравнение было, течет как ртуть, то есть прям как по воде. То есть как и более крупная, тем круче собака, такого просто в жизни никогда не показать. Do you remember which dog was called like? Don't want to say. Нет, не скажешь. Когда уже раз пошли уже, тогда пускай он напишет стиль, как бы, Спрингера. I can't remember his it was. Не помню. Стиль Спрингера. Пускай пишет стиль. Стиль Спрингера. Ну что обращать внимание? Vous décrivez le style de Springer dans quelques mots. Describe the style of Springer. What the style? What are the principles? The main points? Beautiful. What is the word to explain how the Springer is kind of found? What is the ideal of the style of Springer? Ideal of the style of Springer. Can you tell the words? Working style. Working style.
how to describe the way that its attitude should be. How to describe its attitude? No, not attitude, but style. Да, Well, the movement. можно сказать, Движение, положение, взгляд. когда он судит, какого-то он представляет идеального. In your mind, what style you... What makes me happy living? Yeah. The dog has to be fast and stylish, but in a crab action, head to the ground. Now, the dog I was talking to today was supple, like me. Et pour ça, il peut pas être court. Et pour être styliste, Yes, il peut pas être trop court, comme un chien d'exposition. it flowed over things. Where I should Yes. is woodlands mostly, or rushes. And in woodlands, you know yourselves, trees are down, branches, brambles, little holes in the ground. The dog should just flow. Собака должна быть быстрая, стильная, и она должна быть очень собранная, грациозная, нос всегда на земле. То есть я в основном стреляю в леса, сами представляете, что такое лес, бревна, повальные деревья, и собака при этом одним целым все это дело, все эти препятствия обходит и выдергивает. Как растущий. You know, Плывет по этим препятствиям. you know when you see it. It gets you there. Ты просто знаешь, когда понимаешь, когда видишь. Ну, у меня собака в лесу раз в 2 быстрее работает, чем в поле. That one is nearly down to 6. Почти лучше, чем пляж. Vous avez le cœur quand vous la voyez. Можно вопрос еще один. Вера, переведите, пожалуйста. Вот у собак, которых мы сегодня видели, значит, очень видно заметный половой диморфизм. Крупные кобели, мелкие суки, очень мелкие суки. Today, all the dogs that we saw males were very big, sturdy, while bitches were very small. Культивируются ли, разводятся ли где-то, может быть, в каких-то регионах Британии, в Европе суки более крупные, чем эти, для других условий, более тяжелых условий. Вот не специализировано даже, не потому что вот эти маленькие, эти большие, специально более крупные, с более крупными суками, скажем. Но рабочие. Dog breathing is just like human breathing. Men are stronger than women, generally speaking, but generally heavier bone and so forth. So you do get the male heavier. But it's true to say that in Britain, over the last 20 years, is he following me? Over the last 20 years, most of the best dogs have been smaller bitches because they turn quicker, they have more flow, a little bit more supple, they're lower to the ground, you don't see so much air between them, and they just have come on. Now, over the last 4 or 5 years, there are 1 or 2 dogs coming to the top, but some of those dogs look a little bit like bitches. It's not a good thing. We really should be looking for a good, strong, working dog. So we should be looking. Now, there were a couple of dogs there today by Clanniger Mick. Clanniger Mick is a big, strong dog. So that